Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. Друзья, в своих комментариях вы очень часто спрашиваете, как определить необходимое количество клепок для остова бочки, как вычислить угол боковой грани деревянной клепки, какой угол и в какую сторону имеет наклон фреза относительно фрезерного стола на самодельном фрезере для обработки наших деревянных клепок, как и сколько сушить заготовки под клепку и как вычислить объем любой деревянной бочки, не прибегая к ее заполнению. В сегодняшнем видео я постараюсь вкратце ответить на все интересующие вас вопросы. Для того, чтобы определить необходимое количество клепки для остова будущей деревянной бочки, нам необходимо знать диаметр в самом широком ее месте, то есть в пуке. Данный диаметр мы можем узнать из старого советского ГОСТа 80-го года, номер которого 8777, и называется он «Бочки заливные и сухотарные». В данном ГОСТе для бочек объемом 8 литров указан диаметр в самом широком месте 252 мм. Зная данную величину, мы умножаем 252 на наше постоянное число π на 3,14. В результате получаем длину окружности деревянной бочки в самом широком ее месте. А зная длину окружности, мы можем разделить ее на ширину нашей будущей клепки. У меня, допустим, для бочек такого литража ширина клепки 37-38 мм. Теперь, зная длину окружности, в данном случае 252 умноженное на 3,14 будет равно 791 мм. Мы делим 791 на 38. В результате получаем 20,82 штуки. Но, как обычно, мы округляем чуть-чуть в большую сторону и получаем, что для данной бочки нам нужно использовать 21 клепку. Итак, вопрос номер 2. Как вычислить угол боковой грани нашей клепки? Вот этот угол. Как известно, любая бочка имеет форму окружности. А окружность у нас имеет 360 градусов. Для того, чтобы определить угол боковой грани, нам нужно 360 градусов просто разделить на количество клепок, которые мы будем использовать в остове нашей бочки. В данном случае на 21. При делении 360 градусов на 21 клепку мы получаем число 17,14, которые нам нужно еще разделить на 2, учитывая то, что каждая клепочка у нас имеет две стороны. При делении полученного числа на 2 мы получаем 8,56, которые мы округляем и получаем 8,6. Но учитывая то, что в нашем градусе у нас не 100 минут, как многие считают, а всего 60. Нам нужно эти 6 десятых перевести в минуты. Для этого мы 60 минут, 1 градус у нас состоит из 60 минут, мы 60 минут делим на 10 частей. В результате получаем число 6. 6 это у нас 1/10 градуса. А так как у нас в полученном числе, полученном угле 8,6, нам нужно 6 десятых умножить на 1/10 градуса на число 6. 6 на 6 получаем 36. В результате мы получили число 8 градусов и 36 минут. Это и будет наш угол скоса боковой грани деревянной клепки. Может немного сумбурно, но такие расчеты. При использовании иного числа клепок для бочки у нас будет изменяться и угол боковой грани. Если клепок будет больше, угол будет изменяться в меньшую сторону. Если клепок будет меньше в остове бочки, угол, соответственно, будет изменяться в большую сторону. То есть, чем клепок меньше, здесь угол будет острее. Друзья, теперь, что касается угла наклона и в какую сторону имеет наклон фреза относительно фрезерной поверхности на фрезерном устройстве, которое я использую для снятия фаски боковой грани деревянных клепок. На моем самодельном фрезере я использую фрезу диаметром 20 мм при рабочей высоте 40 мм. Фреза имеет обкаточный подшипник. Данная фреза у меня выставлена под 21 клепку, то есть под угол 8 градусов и 36 минут.
при изменении количества клепок, соответственно, и фреза у нас будет иметь больший или меньший наклон. Вот у нас уже профрезерованная клепка. Если положить клепочку на ровную поверхность и приставить, допустим, строительный уголок в боковой грани, вот мы увидим наш угол боковой грани, который равен в данном случае 8 градусов и 36 минут. Для определения угла я пользуюсь вот таким вот угломером. Тут у нас выставлен показатель 8 градусов и 36 минут. Для проверки мы берем клепку и прикладываем нашу клепочку к нашему угломеру. Вы видите, зазоров нигде нет, и у нас четко получается прилегание боковой грани и внутренней поверхности клепки к нашему угломеру. То бишь угол выставлен правильно. Теперь рассмотрим, в какую сторону имеет наклон фреза на моем фрезерном устройстве. Для фрезеровки боковых граней я использую вот такие вот шаблоны. Они имеют разные размеры в зависимости от литража бочки. Сюда ставится заготовка, прижимается вот такими вот зажимами и фрезеруется. Кому интересно, как сделать такой шаблон для деревянных клепок, как сделать самодельное фрезерное устройство из сломанной болгарки, ссылочки будут в описании. Заходите, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. Друзья, если вы используете такой способ размещения клепки на шаблоне, при котором у нас после обработки наружная сторона клепки остается вверху, то есть она шире, чем внутренняя, тогда у нас фреза имеет расположение, угол в сторону от вас, то есть к стене. Ежели мы хотим получить клепку, у которой внутренняя сторона вверху, а наружная внизу, тогда фреза должна иметь наклон на вас. То есть вот в таком вот положении будет наклонена наша фреза. По большому счету это ни на что не влияет. Влияет только на ширину самого шаблона. Если мы фрезеруем клепку вот в таком вот положении, шаблон у нас будет уже. Ежели мы его перевернем, шаблон нам придется делать намного шире. Вот и вся разница. Друзья, вот в таких вот штабелях я сушу заготовки под деревянную клепку. Учитывая то, что заготавливать клепку нужно или поздней осенью, или зимой, и сушить ее нужно как минимум 3-6 месяцев, а лучше год или даже 2, то при условии заготовки в зимнее время готова она будет как минимум в конце весны или начале лета. Штабеля находятся под открытым небом. Просто сделан небольшой навесик, и в таком вот состоянии клепочка сохнет у меня примерно около года. Ну и последний вопрос, который вас интересует, это как измерить объем любой деревянной бочки. Будь то новая бочка, и вы на данном этапе не хотите или не можете заполнить ее вашим напитком полностью, или бэушная бочка, которая попала в ваши руки, вам интересно узнать ее объем. Хочу сказать, что простого и точного решения по определению объема деревянной бочки не существует и по сей день. Все расчеты, которые производятся на данный момент, имеют определенную долю погрешности. Хорошо зарекомендовала себя формула, которую используют французские винокуры и которая имеет вид, где V это у нас объем бочки, 3,2 это поправочный коэффициент, H это высота бочки или расстояние между доньями, R маленькое радиус в уторе, R большое радиус в пуке. Естественно, расстояние между доньями надо брать внутри бочки и радиусы аналогично по внутри нашей бочки. Друзья, вы скажете, как же мы можем узнать внутренние размеры деревянной бочки? Узнать их довольно просто.
Измеряем, допустим, высоту нашей бочки. От полученной величины отнимаем двойное расстояние до уторного паза. По ГОСТу мы знаем, что для таких бочек это расстояние равно 15 мм. То есть двойное расстояние это 30 мм. И отнимаем одну толщину нашего днища. По ГОСТу толщина днища для данных бочек должна быть 14-16 мм. Аналогично мы можем узнать радиусы в уторе и радиусы в пуке. Меряем по наружу диаметр, отнимаем двойную толщину нашей клепки и делим пополам. Мы получаем радиус внутри в уторе. Аналогично измеряем длину окружности по наружу, делим полученную величину на число 3,14, получаем диаметр, делим пополам, получаем радиус и отнимаем толщину клепки. Толщину клепки в пуке мы можем измерить через шпунтовое отверстие. Все полученные величины перемножаем, множим на 3,2 и получаем объем нашей деревянной бочки. Конечно, проще залить бочку, используя какие-нибудь мерные приспособления. Но, учитывая то, что после заливки бочка очень долго высыхает, может заплесневеть, то такой вид расчета имеет право на существование и на практике довольно хорошо себя оправдывает. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!